Сейчас поговорим о одной из старейших и самых престижных музыкальных наград Кореи. Введение нового Десана означает смену критериев. Теперь оценивается не только музыка, но и влияние артиста, масштаб года, цифровые показатели, глобальность, присутствие в медиапространстве. Это уже не сугубо музыкальная награда, это статусная награда. И сейчас, в период, когда мемберы BTS находятся в разных карьерных фазах, такой Десан может сыграть роль индикатора. С точки зрения, в общем, ну, как бы, скажем, к Таро, вот, это вообще тема очень глубокая. И, естественно, такой бы, нужно было бы сделать глубокий расклад на каждого мембера и посмотреть, в общем, что для каждого этот Десан, да, вот на будущее. Вот, речь, в общем, идет реально о чужих оценках, об энергии признания, об движении, о конкурентной среде и о том, что у кого на данный момент пик активности. Самый больший, возможно, на каждого мембера нужно было бы сделать, вот что для них это. Да? И основной как бы из вопросов, которые бы хотелось бы задать Таро, и вы об этом пишете, кто из мемберов может попасть в номинацию именно артист Десан, да. Вход в такую номинацию — это не просто статистика, в общем, я уже достаю карты. Это сочетание энергии года, актуального влияния, личных достижений, благосклонности индустрии, текущих связей и коллективного фокуса на артисте. Вот. И, естественно, эта карта я еще не вижу, но я ее уже достала. Она может говорить о сильно, ну, о энергетике, например, для кого-то, кто там на виду, в движении, кто в активной фазе роста, кто будет в ближайшее время получать крупные общественные маркеры, да? Кто из мемберов BTS имеет наиболее высокую энергию для попадания в артистом Десан, да? Вот, например, есть ли вообще такой? Жезлов есть такой. Может говорить о том человеке, кто очень много, ну, например, общается с иностранцами. Вот, вроде бы Десан же это, в общем, Корея, да, а здесь может речь идти именно о том, что дадут предпочтение, кто выходит на международный рынок, может быть, об этом, да. Это на голову выше чего-то, в общем, да. Человек, в общем, ну, например, вообще карта говорит реально об интернете, о, например, медиа, что это реально на виду, в движении, потому что паж жезлов активный человек, да, и самое главное, что в фазе роста, да, это точно вот, в общем, под эту критерию попадает. Ну вот типаж какой, знаете, вот либо типаж не чисто черный, больше к светлому, да, вот, а мы увидим, в общем, да, вот когда получит награду кто-то с группы BTS, и мы поймем, почему светленькие волосы-то, вот. Ну, карта энергетика, да, со светлыми волосами. Это карта, ну, например, карта первого впечатления, да, вот. Здесь карта Луна вышла. Это, можно сказать, что преодолеть какие-то препятствия, вот, и вот преодолеет какие-то препятствия, да, вот по этой карте. И король пока вышел, видите, оказывается, Десан-то получит 2 человека. Я уже прям тут предсказала, кто получит с группы BTS. Я сейчас говорю о том, что какая энергетика больше там будет проявлена в наградах Десан, да, ну, например, об этом можно сказать. Кто из мемберов может попасть в номинацию Десан, в общем, да, об этом я говорила, и будет 2 человека, в общем, да. Но, знаете, как Луна, это еще будут выбирать, в общем, да, ну, 2 человека реально вышло. Кто из мемберов BTS имеет наиболее высокую энергию для попадания, это, я же говорю, нужно делать глубокий такой расклад и на каждого мембера. Но сейчас из этих карт видно, что будет 2 претендента, да. Вот. Есть ли шанс победы? Кто может выиграть? Победа в Десане – это не только номинация. Энергия прорыва, сила обстоятельств, удача, стратегическое решение индустрии, общественное настроение. Ну, вообще, паж жезлов – общественная карта. И
И, ну, например, поток конкретного года какой-то, да. Иногда выигрывает тот, кто технически даже слабее по цифрам, но сильнее по энергии момента, понятно? И вот как раз здесь присутствует там и Луна, и Король чаш, и больше Королю чаш, наверное, будет... Там как раз совпадает энергия, да, что касаемо награды досад. Вот. Вероятность победы какая? Будет 2 номинанта, и один выиграет, в общем. Да? У нас на досад реально есть куча вопросов, и я сделаю такой глубокий расклад именно на эту тему. Так что, кому интересно, подписывайтесь, приходите на Boosty. Вот также у нас есть телеги, и платные в том числе. Приходите, подписывайтесь, кто не подписался. Всех люблю и всем пока. Привет, 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 дорогие подписчики, гости канала. И сегодня у нас расклад для группы BTS. Вступление видели, а теперь достаем карты. И будут общие вопросы, а будут 7 карт для каждого мембера, ответы на вопросы. Основной вопрос мы как бы уже обсудили, а это именно будет ли кто-то с группы BTS, ну, будет у кого-то из группы BTS шанс, в общем, получить Досан. И какая энергия присутствует, вы можете почитать под видео. Я дала прогноз, будут ли победители в Досане. Будет ли распределение честным? Распределение награды честным или это политическое решение? Достанем карты на Досан. Какова общая энергия BTS в контексте этой премии? Есть ли риск, что BTS будут частично игнорировать или обходить на этой премии? Эта карта у нас вышла на вопрос распределения. Будет это честно или это политическое решение? И в этой карте и присутствует и честность, и политическое решение. Потому что умеренность карта гармонии и баланса. Соблюсти все, да? Карта своего рода порядка. Если мы посмотрим на карту, карта своего рода умиротворения. И если мы посмотрим на картинку, здесь, в общем, над ней висит как абажур такой зонтик, красочный, яркий. И он может символизировать, что необходимость идти по высшему пути и остаться верным, ну, какой-то позиции. Что касаемо этого распределения, скажем, будет ли оно честным или политическим, в общем, это карта своего рода установки. Естественно, карта уравновесить, но в этой карте также есть и бунт, в общем, да. И как бы вот если мы возьмем эту карту умеренность, то с одной стороны это баланс, умеренность, интеграция и уравновесить, справедливо поступить, да, и достичь вот этого баланса. Но с другой стороны эта карта также дисбаланса, избытка и крайности в чем-то. Понимаете, да? И я достану на нее карту, потому что карта двоякая, и чтобы будет ли все-таки честным распределение или нет, то, в принципе, вышла шестерка пентаклей, она, скажем, не лучше. Ну, по значению, в общем, такая же, в принципе, как и карта умеренность. Это карта обмена и получения. Понимаете, да? Я всегда о ней так говорю. И, например, здесь может быть терпеливо ждут кто-то, в общем, вот участие, награды. Видите, одна чашечка ближе к носику чайника, вторая подальше, в общем. Каждая чашка должна быть наполнена этими каплями чая. Только, опять же, да, может кому-то
достанется награда, а кому-то не достанется. Это уж точно карта распределения, понимаете, да? Но опять же карта своего рода меры. И вот на умеренность эта карта вышла. В этой карте есть благотворительность какая-то, да, и я так думаю, что там в этой награде участвует много инвесторов, в общем, да, и так далее, которые могут влиять именно на выборы, в общем, да. Карта своего рода щедрости, награда, распределение, поддержка и взаимность, в общем. Но в этой карте также есть зависимость, пренебрежение своими какими-то обязанностями. Также может карта говорит о, например, обязанности, а также и долги, да, долг перед тем, что нужно поступить честно и соблюсти эти обязанности и распределить справедливо награду. Ну, две карты вышли такие, что они не говорят о стопроцентной честности, понимаете, да. Все-таки здесь есть какое-то вмешательство и в первой карте, и в второй карте, свои интересы. И сказать стопроцентно, что это будет честно, это карты не об этом. Второй вопрос, какова общая энергия BTS в контексте этой премии? Эта карта говорит о том, что принято решение, что все-таки какова общая энергия BTS в контексте этой премии. Энергия очень... это энергия, это жезлы вышли карты, понимаете, да? Это карта провидицы, лидерства, это карта магнетизма, это карта вдохновения, авторитета, решительности. Это очень сильная энергия. И если мы говорим чисто об энергии BTS, а мы не говорим о том, что они выиграют или не выиграют, да, об этом на этот вопрос будут другие карты. Это говорит об энергии. Энергия очень сильная, общая энергетика, что касаемо в контексте этой премии. И я хочу сказать, что есть какие-то препятствия и сложности, но в принципе также карта решений каких-то. И я так думаю, что, например, вот с учетом этих карт, все-таки они будут учитывать группу BTS в наградах, потому что это карта своего рода и продвижение, что касаемо группы BTS. То есть карта преодоления препятствий и сложностей. И я думаю, все-таки они примут решение, что BTS они будут, в общем, участвовать в награде и получат эту награду. Но я забегаю вперед, мы, конечно, достанем на каждых мемберов, у кого больше шансов получить эту награду, так что будет второе видео. Это у нас карта вышла на вопрос риск скрытого бойкота. Есть ли риск, что BTS будет частично игнорировать или обходить на этой премии? Карта говорит стопроцентно да, потому что это семерка кубков. Тайна очень больших загадок. Если мы даже посмотрим на карту, ну, одно радует, что все-таки звездочки, и здесь 7 звездочек. Но вот именно, понимаете, как все, посмотрите внимательно на карты. То есть мы говорим о общей энергетике, и у нас вышла как бы здесь премия, награды. Дальше у нас идет карта, она может быть, кто-то важный такой фигурирует в распределении этого, да, ну, в общем, направляет, да, скажем, проведение этого мероприятия. И, например, возможно, этот человек влияет каким-то образом на распределение награды. Все-таки вышла женщина. И дальше у нас идет семерка кубков, а это карта, знаете, она, конечно, связана там с какими-то желаниями, в общем, но в этой карте реально есть какие-то возможности. И, естественно, карта выбора. Прежде всего, семерка чаш. Это, в общем, и карта, знаете, сделать правильный выбор. И я так думаю, что выбор будет сделан в сторону группы BTS, и звездочку-то выберут, в общем, да, вот видите, речь-то идет о звездочке, недаром эта карта вышла, да. Это, например, знаете,
пробудиться от чего-то, карта говорит. И вот эта награда, скажем, в сторону группы BTS, она как бы, знаете, возрождение своего рода, да. Карта очень хорошая, принятие желаемого решения все-таки будет принято, понимаете, да. Конечно, карта очень тесно связана с отвлекающими какими-то факторами. И, например, можно говорить, что будут участвовать, да, там будут номинированы, но награду не получат, в общем, да, вот по этой карте. Но карта своего рода, знаете, такого выравнивания и каких-то ценностей, да, вот, скажем. Но в любом случае карта немножко хаоса. И потому что, знаете, вот по этой карте выбирают и не могут определиться, кому же дать эту премию из группы BTS. И, в общем, ну, карта однозначно какого-то выбора, и звездочку-то выберут. Дальше будет расклад на всех 7 для всех 7 мемберов. Также мы почитаем их энергетику, зададим картам Таро вопрос. Индивидуальные вопросы для мемберов. Так что следите за раскладами, будет еще, в общем, расклад. Всех люблю и всем пока.